Мария Ульянова не узнала, что ее сын стал большим человеком, вождем пролетариата. Человеком, который планировал мировую революцию. Получается, что женщина уже после своей смерти стала мамой человека, биография которого должна быть безупречной. А у Ульяновой были в жизни моменты, которые, мягко говоря, можно назвать спорными. Их-то и старались скрыть в Союзе. Впрочем, некоторые из вещей, которые рассказывают о маме Ленина, это выдумки, но о них я тоже поведаю в этом видео. Сейчас много есть публикаций о том, что во Владимире Ильиче была доля еврейской крови. Не все однозначно, но более-менее правдоподобная версия такова. Юлиан Оксман в 20-х годах прошлого века, изучая биографию Владимира Ильича, пришел к выводу, что предком Ленина был мужчина по фамилии Бланк. Речь даже не об отце Марии Александровны. Оксман смотрел глубже. Он нашел бумаги, где упоминалось про уплату подати из-за еврейского мальчика по фамилии Бланк. Он якобы был внебрачным сыном чиновника из Минска. Звали парня Израиль Моишевич. Он был крещен, потому получил ряд привилегий, которых не имели другие евреи в Российской империи. Моишевич стал отцом двух мальчиков, Александра и Дмитрия. Они появились на свет еще до того момента, как дед Марии Ульяновой, Израиль, принял православие. Сыновья тоже стали приверженцами самой популярной религии в Российской империи. Александр Бланк – это отец Марии Ульяновой. Таким образом, у Владимира Ильича по материнской линии были еврейские корни. Здесь нужно добавить, что в 1932 году Анна Елизарова, сестра Ленина и дочь Марии Ульяновой, планировала рассказать общественности о том, что у брата, как и у нее самой, есть еврейские корни. Анна Ильинична считала, что таким образом можно погасить волну антисемизма. Но Сталин, с которым вопрос естественно согласовывался, решил, что не стоит никому ничего рассказывать. Еще одну попытку поведать о происхождении Ленина предпринимала Мариетта Шагинян. Она обращалась к Леониду Ильичу Брежневу, который не разрешил рассказывать правду о Владимире Ильиче. Архивные копии документов, рассказывающих о происхождении Ульянова, у Шагинян были изъяты. А вот, пожалуй, еще одна интересная история, но дело в том, что она с огромной долей вероятности выдуманная. Сюжет, безусловно, прекрасен. Мария Александровна, будучи фрейлиной в царском дворе, завязывает отношения с императором Александром III. Их роман выливается в то, что на свет появляется мальчик, которого называют в честь папы – Александром. Парень растет и в какой-то момент узнает, что он приходится родственником Романовых. Александр сильно обижен на папеньку за то, что он бесчестно поступил с мамой Марией. Возмужав, молодой человек решается на то, чтобы ликвидировать царя. У него это не получается. А дальше вы, возможно, знаете, все заканчивается печально. И уже Владимир Ульянов мстит за брата царской семье. В этой истории есть ряд изъянов. Никак она не может соответствовать действительности. Сотрудница музея Ленина Галина Бородулина как-то разбирала эту историю. Во-первых, Мария была дочкой врача, то есть она была представительницей не самого высокого сословия, как ее приняли во фрейлины. Допустим, что такое все же произошло, есть и другие несостыковки. Во-вторых, имя Марии Бланк не упоминается в книгах, куда записывали данные о фрейлинах. Забыли? Не указали по другим причинам? Ничего исключать нельзя, но это еще один аргумент против версии. В-третьих, люди, которые верят в эту красивую историю, забывают о том, что Александр Ульянов не был первенцем в семье. До этого успела уже родиться дочь Анна. В общем, эти три аргумента нельзя не принимать во внимание, все они довольно весомые. Существует версия, что Владимир Ильич родился не от Ильи Ульянова, а от домашнего доктора Ивана Покровского. Этой теории придерживался историк Аким Арутюнов. Он в 50-х годах прошлого века якобы встречался со старожилом из Ульяновска, который рассказывал, что Мария Александровна имела отношение с вышеуказанным врачом. Косвенно эту теорию подтверждает тот факт, что в дипломе о высшем образовании Ленина отчество сначала записали так – Иванов, потом зачеркнули и указали Ильин. Здесь можно верить или не верить, сложно выстраивать версию на таких слабых доказательствах. Таким образом, в СССР биографию Марии Александровны Ульяновой причесали, чтобы в ней не было никаких вещей, на которые могли бы указать враги и упрекнуть в чем-то Ленина, хоть и сын за мать никакой ответственности очевидно не несет. Если вам понравилось, не забудьте поставить лайк, подписаться на канал Загадки Истории и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео.